В 1521 году начался третий период итальянских войн, борьба Франции против коалиции Испании и Священной Римской империи за господство в Италии. Основным театром военных действий стала Северная Италия. В начале этой войны испанцы получили на вооружение новое грозное оружие – мушкет. Сначала испано-имперская армия одержала ряд побед над французами, но во второй половине 1524 года король Франциск I решил перейти в контрнаступление. В октябре французские войска перешли через Альпы, заняли Милан и вышли к городу Павия, который контролировал гарнизон из 700 испанцев и 7000 ланскнехтов. У французов вместе с наемниками было 24 тысячи воинов, включая около 4000 рыцарей. Также 7000 наемных швейцарских пикинеров, 5000 ланскнехтов черной ленты и 53 артиллерийских орудия. Испанцы и немцы под предводительством полководца Карла V Фернандо де Авалоса имели 4000 рыцарей и 19 тысяч пехотинцев, в том числе 12 тысяч немецких ланскнехтов, а также 3000 аркебузеров и 17 орудий. В конце октября франко-швейцарская армия подошла к Павии. Артиллерия разрушила стену, но испанский гарнизон встретил нападавших на второй линии укреплений. Франциск I принял решение блокировать город. Из-за этого гарнизон и жители города испытывали недостаток продовольствия и боеприпасов. Поскольку основу гарнизона составляли наемники, они требовали постоянной выплаты денег, которых в городе не хватало. Чтобы решить проблему средств, испанский комендант крепости Антонио де Лейва был вынужден переплавить церковные ценности. Французы предприняли несколько безуспешных атак на крепость. Единственной удачей стало взятие небольшого укрепления на южном берегу Тичино, прикрывавшего подступы к главной стене Павии с юга. В начале февраля 1525 года к городу подошла сформированная за время осады имперская армия под командованием генерала Фернандо де Авалоса. Перед битвой у него было около 26 тысяч солдат. Армия Франциска была рассредоточена вокруг Павии, но основная ее часть находилась с северо-восточной стороны от города, откуда ожидалось появление противника. Большая часть французской армии находилась в обнесенном стеной в большом лесистом парке Мирабелла, находящемся севернее Павии. В центре парка, вокруг охотничьего дворца, находился обоз. Еще один отряд располагался у восточной стены. В северо-западной части парка находился король с артиллерией и рыцарской конницей. Снаружи парка, к востоку от Павии, в районе 5 аббатств, находился отряд швейцарских наемников Монмаранси, и еще около 5500 человек расположились к западу и к югу от города. Имперцы разместили лагерь с восточной стороны в 100 метрах от кирпичной стены охотничьего парка. Король Франциск занял оборону, рассчитывая на развал имперского войска, где наемники долгое время не получали жалования. А Фернандо де Авалос был вынужден атаковать, поскольку и в крепости, и в полевой армии денежные трудности грозили отказом наемников воевать. Первоначальной целью операции было провести в Павию обоз с деньгами, порохом и провиантом. План был согласован с комендантом де Лейвой, который по установленному сигналу должен был выйти из города на вылазку и поддержать атаку. В ночь с 23 на 24 февраля имперские войска начали выдвигаться к охотничьему парку. Испанские саперы начали разрушать слабо охраняемый северный участок кирпичной стены у ворот. Чтобы скрыть происходящее от французов, стену медленно ломали шансовым инструментом, а для того, чтобы отвлечь внимание и замаскировать саперные работы, небольшой немецкий отряд у восточных ворот вел артиллерийскую стрельбу. Около 4 часов утра кавалерийский отряд французов под командованием Карла Терчелина обнаружил неприятеля у северных ворот. К этому моменту немцы проникли в парк и открыли ворота изнутри. Через ворота прошла артиллерийская батарея, а следом за ней в парк начала втягиваться кавалерия. Пехотинцы в это время пробирались через пролом. Терчелин, обнаружив неприятеля, выслал гонца к восточной стене, где находился 3000-й отряд швейцарцев под командованием Флоранса и Яна фон Дисбаха, и они немедленно двинулись к открытым воротам. Кроме того, Флоранс послал гонца к королю в северо-западную часть парка, но темнота ночи и туман, нависший над полем сражения, не позволяли сторонам иметь точное представление о взаимных действиях. Битва началась столкновением в тумане отряда Терчелина со всадниками де Васта, наступающими с севера. Почти одновременно швейцарцы Флоранса захватили артиллерийскую батарею имперцев из 16 орудий, но использовать эти пушки Флоранс не смог из-за отсутствия лишних пушкарей.
В 6 утра последовал сигнал де Лейвы о начале вылазки. Гарнизон, выйдя из крепости, отрезал французские силы восточнее Павии от основного войска. В это время аркебузеры де Васта вошли в центр парка, захватили охотничий дворец и обоз французской армии, полагая, что там находится король. Таким образом, войско французов оказалось разрезано на части. Отряд Монмаранси находился у 5 аббатств. Флоранс был у восточной стены, а король Франциск на северо-западе. Кроме того, к западу от города находилась отдельная группировка из Алансона, но в битве она не приняла участие. В 7 часов утра в парк с севера вошли немецкие ландскнехты фон Фрунцберга и Зитлиха и вступили в бой с подразделением Флоранса. Сражения ландскнехтов и швейцарцев всегда отличались ожесточенностью, они беспощадно убивали друг друга, не беря пленных. По их представлениям, оставлять жизнь таким же наемникам-конкурентам из другой страны было лишено всякого смысла. Практически в то же время к полю битвы с западной стороны подошел король Франциск I во главе французской тяжелой кавалерии жандармов. Он атаковал немецких рыцарей и легко их опрокинул. Те отступили в лес, а французские жандармы не смогли их преследовать. Теперь французские рыцари стояли на прогалине и были лишены возможности маневра из-за многочисленных кустарников, перелесков и ручьев парка. Кроме того, французская конница в таком положении перекрыла зону обстрела собственной артиллерии. Эту ситуацию в полной мере использовали имперцы. В сторону жандармов развернулись аркебузеры де Васта, а Фрунцберг вывел часть ландскнехтов из боя против швейцарских пикинеров и направил их навстречу конной угрозе. В результате таких маневров Франциск оказался изолирован от всех частей, которые могли его поддержать. Он был охвачен испанцами и ландскнехтами и лишен возможности эффективно атаковать из-за сильно пересеченной местности. Это привело к коллапсу французской армии. Кавалерия подверглась жесточайшему обстрелу из аркебуз, от которого особенно страдали кони. Значительная часть жандармов погибла под огнем, уцелевшие были лишены коней и добиты подошедшими к ним ландскнехтами и испанцами. Спешенный Франциск едва не был убит, но все же такому ценному пленнику сохранили жизнь. Остальные французские аристократы погибли в бою. Пытавшаяся прорваться на помощь королю черная лента ландскнехтов была атакована превосходящими силами и после упорной схватки разгромлена. Ее остатки отступили на запад. В это время швейцарцы у восточной стены под напором превосходящих сил начали медленно откатываться назад, а затем обратились в бегство. Флоранс и фон Дисбах попали в плен. Нужно отметить, что личный состав тех швейцарцев еще не имел опыта сражений в итальянских войнах. Из-за кровавой вражды между ландскнехтами и швейцарцами последних беспощадно вырезали. Гарнизон де Лейвы добил второй отряд швейцарцев, которым командовал Монмаранси у 5 аббатств. Швейцарцы сломались, увидев соотечественников, бегущих от ландскнехтов. Остатки швейцарцев бежали через болото на юг и были сброшены в неширокую реку Тичино. Переплыть ее удалось далеко не всем, поскольку был конец февраля. Арьергард французского войска под командованием герцога Алансонского не решился вступить в бой. Таким образом, по его вине погибли остатки швейцарской пехоты. Погибло 12 тысяч французов и около 1000 человек немецких воинов. Сражение стало одним из самых кровопролитных из-за того, что в нем участвовали две конкурирующие группировки наемников, не щадившие друг друга. Таким образом, испанцы деблокировали Павию. Французская армия понесла большие потери и ушла из Италии, а 3 марта имперцы заняли Милан. Плененный король Франциск I через некоторое время был переправлен в Испанию. Однако в марте 1526 года он вернулся во Францию. Заложниками в Испании остались его сыновья. Чтобы освободиться, Франциск по договору уступил Карлу V герцогство Милан и Бургундию. Но вернувшись во Францию, он отрекся от подписанного договора, в чем его поддержал римский папа. И война продолжилась. Следует отметить, что со времени битвы при Павии мушкет приобрел решающее значение в вооружении пехоты. Были сформированы специальные мушкетерские части, что полностью изменило тактику пехоты. Это была последняя битва средних веков и одновременно первая битва нового времени.